Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня посмотрим на отношения лично ваши и вашего мужчины. И какие события будут там происходить. Будут ли подвижки? По большей части мы будем его очень мощно вызывать всей нашей энергетикой на проявление к вам, на звонок, на написать смс. Это такой минимум, да, а максимум это приехать. Но опять же смотрим на каждую, на какую-то ситуацию. То есть мы его провоцируем на какой-то первый шаг, да, то есть тот, на который он хотя бы хоть как-то морально готов. Так, благородный шаг. Кстати, этот человек очень хорошего мнения и о вас. Он понимает, что то, что он должен сделать, это не должно быть что-то такое, абы что, да, что-нибудь как-то проявиться, нет. Если написать что-то, да, то уже с каким-то уже прицелом на следующий шаг, на следующую встречу. Если предложить встретиться, то нужно так, чтобы вам эта встреча понравилась, и чтобы как-то тоже, да, то есть следующий шаг. Первый шаг должен предполагать следующий шаг. Этот человек это понимает. Вы не простая женщина, которая может как-то спустить с рук неправильное поведение мужчине. Он это четко осознает. Он уважает вас. Ну что ж, хорошо. Итак, загадали уже, скорее всего, мужчину своего. Проговорите его имя, свое имя. И давайте смотреть. Посмотрим для начала на чувства этого человека. Что он чувствует к вам? Я бы хотела еще вот эту карту туда спрятать, да, и посмотреть еще на подсознание, что же он чувствует к вам. Итак, что чувствует к вам этот человек? Его чувства, сердечко, да, его мысли. И по действиям, как он будет действовать в отношении вас в ближайшее время. Берем максимум месяц, максимум. В ближайшее время. Ну, плюс-минус там какие-то дни, да, то есть как уже рассмотреть, чтобы мы понимали, да, как судьба закрутит, да, как вы, может быть, это спровоцируете, это может быть по-разному. То есть месяц плюс-минус там какие-то дни. Итак, чувства, мысли, действия. Будем смотреть. В подсознании там есть какой-то у него намек на новое действие. Нужно что-то делать по-новому, как-то решать по-новому. С вашими отношениями нужно поступать совершенно по-иному. Так, что это за чувства такие? Ну вот видите, он все же понимает, что возле вас может быть какой-то мужчина, кстати. Он чувствует, что вы не одна. Вы не одна, и поэтому какая-то резкость в этих чувствах есть. Он себя показывает сейчас как человека, который готов, знаете, вот как два самца, когда смотрят друг на друга, и женщина никому, ну, как между ними, как говорится, да, никому еще не принадлежит. Мне очень интересное такое слово, да, для мира людей, но сам факт. В мире животных где-то как-то так, то они готовы показать свою силу. Вот этот человек, он готов показать свою силу перед любым самцом. Вот так вот. Он что-то отсекает, какое-то самокопание он убирает, перестает в себе сомневаться и выходит на свет, да, то есть и выходит на тропу, где есть другие мужчины возле вас, крутятся, что-то предлагают, да, как-то пытаются завоевать ваше внимание. Он перестает мучить себя сомнениями, отрезает это, да, выходит на тропу. Но в этом есть что-то еще такое, да, то есть он прекращает самокопание, но этим же он в чувствах немножечко перестает чувствовать глубину, да, то есть он привык
этот человек, этот мужчина привык чувствовать наедине. То есть он, когда не видит женщину долгое время, он больше в нее влюбляется, да, то есть погружается, у него какая-то глубина чувств. Это уходит, это уходит. Хорошо, о вас какие мысли у него? Мысли о вас. Во-первых, что-то поменялось. Есть люди, во-первых, которые как-то влияют на события, на происходящее. И мысли о вас, они какие-то постоянные, да, то есть он постоянно может думать о вас. Думая о вас, он представляет, что вы что-то родное, нужное ему. Думая о вас, он понимает, что вы женщина не очень простая, а та, которая, ну как, обладает неким интеллектом, большим интеллектом, чем те, которые вокруг него, да, допустим, вертятся. Что-то изменилось в его мыслях о вас. Что-то было до, да, то есть вот очень перекликаются чувства и мысли. Сейчас он в согласии с собой, в нем закончился какой-то этап. Вот что-то закончилось в этом человеке, что-то закончилось, во-первых, мысли какие-то прекратил обмусоливать, вот какую-то ситуацию, может быть, что-то завершилось у него. Возможно, завершился еще параллельный какой-то этап в его жизни, очень основательно поставил на чем-то точку. Я вижу довольно перспективное какие-то у него такое вот, да, то есть как открылся взгляд на вас, открыл глаза на вас наконец-то. По действиям давайте посмотрим. Действия. Так, ну что ж, здесь женщина, он понимает, что нужно снимать эти маски, вот этот ряд просто об этом кричит, что нужно что-то менять. Нужно немедленно как-то что-то предпринимать. По сути, действия я здесь пока таких основательных не вижу. Он больше полагается на то, что, может, вы как-то смотивируете его, либо вы как-то, может, подскажете ему что-то. Я вижу движение туда-обратно. Он пока мечется, и вот в этом своем метании он как в своем болоте, что ли, как в своей тарелке, да, то есть не буду говорить, почему-то вышло это слово болото, ну, значит, где-то так оно, и он ощущает этот мир. Так, мужчина, ну что ж, хорошо, а какое же такое основное чувство в тебе присутствует? Что ты к ней чувствуешь, когда думаешь о ней? Раз ты так вот начал думать. Постоянное чувство. Вот, девочки, это чувство любви, скорее всего, да, то есть то, что в нем присутствовало до, допустим, может, вы расстались, да, либо как долго вы с ним. Это то постоянное чувство, которое вы в нем ранее вызвали, да, вот это чувство в нем присутствует всегда. То есть, если любил, любит до сих пор. Это точно как в анекдоте, когда два старых человека, и она у него спрашивает: ты меня любишь? А он: почему ты не говоришь, что ты меня любишь? Да? Мне очень приятно было бы это. Он говорит, что я же тебе один раз сказал, как только мы поженились, или до того. Вот. Ничего не поменялось. Вот и он точно так же. Ничего не поменялось, абсолютно. Чувства. Какие у тебя глубокие чувства в глубине? Чувства, которые проверяются временем, они не уходят. Эти чувства больше даже как-то закручиваются, какие-то у них появляются, у этих чувств разрастается. Что-то здесь уходит, такое, знаете, как, вот именно момент самокопания, потому что, да, то, о чем мы говорили, он прекращает этот процесс. Но это чувство как-то вот во все жилы проникает. Чувства. Есть какие-то сомнения, эти сомнения могут внушать другие люди, эти сомнения могут возникать просто из обстоятельств, вот он такой. Кто эти сомнения, кто эти
Это какие-то люди, может быть. Это общество. Это люди, которые его окружают. Это люди, которые, возможно, не принимают такую пару, как вы. Может, вы как чем-то можете отличаться, да, я уже беру как вот давно-давно, да, люди не подходили по цвету кожи, да, и их, ну, не принимали как пару, да. Может быть, что-то наподобие, там, например, разница в возрасте, и вас не принимают как пару, разница в религии, и вас общество, да, будет осуждать. У него вот этот момент присутствует. Его глубокие чувства. Но он хотел бы с вами семьи. Да вы что, он хотел таких перемен, это любовь, это любовь. Здесь еще дама червей, он вас видит любимой женщиной, с которой хочет построить семью. Он с вами хочет большущих изменений в своей жизни. Он с вами хотел бы просто все в этой жизни перевернуть своей, по-другому сделать. Свить гнездо. Прежде, да, свить гнездо. Иметь свой дом, уютный домик. Вместе с вами, с любимой женщиной. Угу. Так, ну что ж, хорошо, давайте тогда вызывать его на действие. Продолжаем дальше. Но так как он видит в вас, конечно же, любимую, нужную ему женщину, ценную женщину, вашу ценность он понимает, вашу ценность он осознает. Но пока еще вот это вот пришло осознание, что пора раскрыться, да, снять маски и сказать, что ты ценна для меня, что я без тебя не могу. Это он держит на прицеле, это у него в планах. Хорошо, давайте все-таки провоцировать на действия. Какие действия будут в течение месяца? Видите, благородство, карта выходит, какие действия. Сложно ему в этот месяц, да, либо какой вы вот участок времени загадали? Вот в этот участок времени, возможно, кто-то загадал неделю, да, кто-то скоростной, а может, кто-то вообще один день. Но по большей части, да, смотрим на месяц, потому что у нас абсолютно могут быть разные какие-то темпы. И здесь нам говорят, что человек понимает, что вы то, что выходило в самом начале, да, женщина, которая требует к себе достойнейшего, уже уважительного отношения, которая просто так вот, да, по-легкому, да, не подкатишь. И его хватает сомнения, вот за горло буквально берут, что он эту гору осилит, что у него получится каким-то образом доказать вам, что он вот такой вот герой, да, ну плюс еще то, что мы смотрели здесь, влияние людей, общества, окружения, которые что-то там могут либо нашептывать реально, либо он просто вырос в таком обществе, да, где ему говорят, что вот это неправильно, да, допустим, вот так себе, как вести по отношению к им, да, создавать пару вот с вами, например. Ну, не хочется так говорить, потому что я вот просто хочу понять, какая суть у вас. Это может быть разница религии, разница возрастов, разница какая-то есть. Общество это не одобряет. Либо просто, знаете, как разница в социальном статусе и так далее. Все это может быть. Но здесь присутствует любовь, благородная любовь человека к вам. Истинная любовь Марка Дарси. Да? Смотрела ли, девчонки? Скорее всего. Я обожаю этот фильм, особенно актрису Рене Зельвегер. Шикарнейшая женщина. В моем понимании это просто потрясный такой триплет, как говорится, серий о женщине, которая искала себя, по сути, встречаясь, да, с мужчинами. Да, то есть здесь вот именно любовь такого, благородная любовь к вам. Ну, он просто так действовать не будет, да, то есть он может слиться даже из-за этого. Хорошо это или плохо, хотя, да, выходя вот именно как истинный мужчина на тропу победить вас, он готов. Но если он увидит в ваших глазах, что вы его не любите, что вы готовы отвернуться от него, он эту борьбу прекратит. Так, действия его к вам. Хорошо, ну раз ты не хочешь в это время загаданное действовать, что же ты приготовил? Какое-то действие приготовил на будущее? И когда это будет? Угу.
И когда это будет? Вы знаете, он пристально сейчас смотрит за вами. Он смотрит за вашим поведением, как собачонка, которая смотрит пристально в глаза буквально хозяину, что он будет делать. И вот представьте себе собачонку, очень преданную собаку, которая смотрит в глаза своему любимому хозяину. За каждым его действием, за каждым его взглядом, да, что он думает, куда он там, допустим, рукой махнул, она готова побежать, допустим, за мнимой такой палкой. Вот это он так себя ведет, буквально пристально наблюдает за вами. Особенно это часто проявляется, когда он ложится в постель, укрывается и закрывает глаза. Он может не спать, он может открывать глаза и думать о вас. Немного такой лунный парень мне чувствуется. С грустными глазами. Вот мне он видится с такими грустными глазами, очень мудрыми глазами. Не знаю, такой IQ прям в этих глазах аж зашкаливает. Есть в окружении этого человека все-таки рядышком и женщина. Кто эта дама? Ну, судите сами, потому что здесь эти карты я я смотрю такую глобальную картину. Это может быть, например, действительно бывшая супруга у кого-то, кто там, не знаю, может быть мать, да, то есть та, которая не дает ему максимально действовать в отношении вас. Это могут быть явные какие-то помехи, это могут быть просто как моральное, да, то есть человек требует внимания к себе, женщина, да, и он не может ее оставить. Ну, давайте посмотрим, кто же это мадам. Все же, нам же интересно. Кто ты? Это родственница. В любом случае родственница. У нее какие-то свои планы на этого человека. Это родственница. Могут быть планы денежного характера, могут быть планы, какой-то вот предпринимательский, да. То есть у нее своя какая-то хитрая цель у лисички. Поэтому она этого петушка, видите, как вот на карте классно показано, она держит его на прицеле. Показался вроде все-таки человечек, да, который особенно, помимо общества, да, влияет на этого человека. Но это родное что-то, да, семья. Он для нее особый шанс. И она показывает себя как особый шанс для этого человека. Ему же показывает, чтобы он понимал, да, что если он отойдет от нее немножечко на пару шагов, то все, то может что-то потерять. Шаг влево, шаг вправо. Расстрел. Вот как-то так. А прыжок вверх, да, попытка улететь. Считается за попытку улететь. Вот такое вот движение. Ну что ж, получится ли у этого человека преодолеть некие преграды и двинуться в вашу сторону с более серьезными, благородными намерениями, как он и здесь нам показывал, да? Вот, получится ли? Вот после того, когда закончится этот сложный период, он несет какой-то крест. Получится ли все-таки? Для него вот это все сейчас, что происходит, особый какой-то крест с двух сторон, да, то есть он несет бремя. Тут может быть, например, ухаживать за женщиной больная мама, да, бабушка, сестра, возможно, бывшая супруга, и нужно, ребенок, да, то есть тут есть какое-то бремя. Хотя не хочется сказать ребенок бремя, да, то есть, опять же, в любом случае есть обязательства. Так, и есть все-таки женщина, да, присутствующая здесь, родная, либо родня, да, вот так вот. Знаете что? Он реально как-то тупит даже сейчас в жизни. Вот сделать первый шаг для него сложно. Он сейчас несет вот это двойное бремя. И второе бремя – это вот то, что он к вам не может. Он просто держит это на будущее, не как предвкушение даже, а как вот реально какое-то
что я могу не смочь, да, вот сделать шаг. Вот так он думает. Будет ли первый шаг? Пока он как закрытая книга. Но где-то вот то, что сейчас происходит между вами, между этими двумя людьми, где-то это записано реально, вот как говорят, да, в книге судьбы. То есть это так должно быть. Он четко несет вот это свое бремя. Тут мне видится невероятной мудрости человек. Вот он идет на какую-то аскезу, и все, он понимает, что так нужно. Будет ли двигаться к вам? Будет двигаться к вам, будет. Мы его сейчас вызываем, будет он двигаться к вам. Это произойдет не сразу. И когда он будет двигаться к вам, да, это может быть начинаться с сообщения, со звонка, с письма, как вы общаетесь, да, в мессенджерах. Но на будущее он видит вас своей судьбой. Этот человек будет двигаться к вам. Но в то время, когда его движение начнется, будет странное такое событие какое-то, которое его попытается как отвлечь, как две дороги. У него будет два выбора пути, которые ведут к вам. Что-то может его отвлечь. Давайте посмотрим, что это нам хотят сказать. Что это нам хотят сказать? Нет, это будет движение к вам. Он сделает свой выбор реально относительно вас. Он выбирает вас. Он выбирает вас как свою судьбу. Посмотрите, какие шикарные карты выходят. У него был кто-то еще, которая хотела, претендовала на его, как руку и сердце, да, так говорят. Вот он свою руку и сердце, вернее, как руку и сердце будет просить у вас. Она ему пыталась отдать свою руку и сердце. Тут была какая-то дама, либо будет вот в этом промежутке времени, но он делает конкретный выбор, вы его судьба. Мы смотрим на вас, он свое будущее связывает с вами. Угу. Посмотрите, какие шикарные карты выходят. Это что-то невероятное. Карта союза, карта заключения брака, карта движения по жизни, новые горизонты, карта совместного пути и правильного направления. На этой карте все. Солнце, верное направление, компас. Да? То есть тут судьба указывает ему путь к вам. Судьба укажет ему путь к вам. Шикарный расклад сегодня, девочки. Это просто какая-то бомба. То, что происходит. Его движение к вам будет не в загаданный период, как к сожалению, либо к счастью, но в этот загаданный период проходят какие-то трансформационные моменты у каждого из вас. Вы не готовы будете встретиться в загаданное время. Но на будущее, да. А вы знаете, что когда это случится, общество, оно само спровоцирует то, которое, да, вот мешает вашим отношениям. Это вот то, что его сейчас окружает, то, что в него внушает какие-то сомнения, это само спровоцирует в нем движение к вам. То есть это общество как откроет эти двери, только потому, что оно его зажимало. Чем клетка жестче, да, тем тело начинает, наверное, крепчать у него. Вот как-то так происходит. И эта клетка разрывается, ключик. Он находит этот ключ. Он находит ключ к самому, к выходу, да. То есть, смотрите, здесь так интересно. Показали очень созвучные такие моменты. Купол, да, такой, как в саду, как похож на клетку. Он там как тепличное растение живет вот в этом обществе, лелеют его, холят и так далее. Но ему нужно больше. Это мужчина высокого полета, человек высокого полета. И он понимает, что из этой клетки ему надо выйти. Он найдет ключ из этой клетки. Ускорят эти события как раз вот те люди, которые им мешали. Сами того не осознавая.
Ой, вы знаете, я бы еще смотрела, но уже, по-моему, так классно все было сказано. Тут только плюс того, что сейчас происходит в этой паре. Я желаю этой паре, назовите имя свое и его, чтобы эта пара соединилась по судьбе и была вместе, счастлива, до конца своих счастливейших, долгих лет. Ну что ж, дорогие мои, я очень рада была с вами сегодня встретиться. Этот замечательный расклад был для тебя. И пускай все самое лучшее отыграется в твоей жизни. Пускай все самое лучшее будет в твоей жизни из этого расклада. Буду с вами прощаться, мои дорогие. До новых встреч. Есть еще 2 канала, кроме этого, всего 3, пока что 3. Может, немножечко больше будет, да, потому что у меня идеи будут появляться, хотя сейчас такое время. Но в любом случае буду стараться. Переходите в описание к видео, есть ссылочки, переходите туда, там есть и реквизиты все, кто как пожелает, так со мной и может сконтактировать. Далее, еще хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за прекраснейшие комментарии, за то, что финансово помогаете развитию моего канала и моей работе в такое сложное время. Все буде Украина. Я вас люблю. Всего доброго. Пока-пока.